Этот влог будет про нашу поездку в Южную Африку. Но случилась она относительно уже давно, в 2022 году. Тогда мы еще не были ютуберами и снимали для себя, для Инстаграма, поэтому Мы будем смотреть видео. и комментируем то, что требует комментариев на наш взгляд. Вот так вот сделать. Его уже не так уж легко открыть теперь, видишь? Если его вот так вот не откроешь. Функционально. Только вот так вот. Потом вот здесь RFID Protection. Ага, Можешь сюда положить карточку, и нельзя будет читать. ага, Вот. супер. Здесь очень удобный быстрый доступ к камере. Да. Максим, что это такое вот у тебя Ты за отсеки в рюкзаке? Батарейку, вот до батарейку кладешь сюда. Если она заряженная, то ты зеленым отмечаешь. Если она заряженная, то красным. Вот так. Да? Вау. Окей. Мы летели с пересадкой. Мы летели через Эфиопию, пересадка. По-моему, это были эфиопские Эфиопские авиалинии, да, пересадка в городе под названием Аддис-Абеба. Аддис-Абеба. Как тебе полет? Хорошо. Наспав. Вот, лететь оба сегмента примерно одинаковое количество времени. 8 часов. То есть там весь полет занимает 16 часов, насколько я помню. Ну где-то около того, да. 8 один и 8 другой. Ну, очень хороший был перелет, да, 8 до Аддис-Абеба, там пересадка такая не длинная, 1,5-2 часа, ну как раз, чтобы успеть пересесть и еще туда. То есть вполне себе удобно. Ну, мы уже просто летали такие длинные расстояния, то есть до Лос-Анджелеса лететь нон-стоп часов 12 было в свое время, если не больше, вот, поэтому было не тяжело. Потому что он сразу тачки перевел, прежде чем мы что-то вообще заключили. Правило во всех мейнстримных прокатных конторах тебе нужна кредитка, потому что они удерживают с нее залог за порчу машины. Поэтому нам пришлось найти прокатную компанию, которая принимает наличные, что классно, что такая есть. Она называлась Pace Авто. Минус то, что в отличие от там этих основных прокатных контор, у них офис не прямо у аэропорта. Но потом забрал чувак и отвез до точки назначения, там нам дали машину, оттуда мы поехали. Что, Максим пробует новый... Как это называется, господи? Новый руль? Новую сторону? Так, куда нам налево, интересно, или направо ты? Мне кажется, что налево. Вообще заранее у нас был спланирован маршрут, и мы поставили себе достаточно амбициозную цель, что мы хотим проехать на машине практически через всю страну. Мы любим, в принципе, роад-трип формат, и поэтому взяли машину. Дальше, соответственно, мы заселились в отель. Но мы выбирали такой хороший, по адекватной стоимости. Вот, и там было клево. Вот тут будет рум-тур. Программа по домам. Такой вот у нас душ. Неплохой. Эрия для чистки зубов. Ага, Essential. Комната. Чтобы мерить луки. Фотограф прилагался. Ничего. Так, окей. Alright. А мини-бар. Мини-бар, мне кажется. Мини-бар пустой. Ладно. Такой вот Арктик. Ой, это, кстати... Ой, Макс, прикол. Нашу тачку видно. Серьезно? Да, она прям под нами. Ну ладно. Лоу. В первый день мы отправились, конечно же, просто на пешую прогулку, посмотреть Кейптаун. Мы зашли на набережную, там было очень много кафешек. Короче, мы только что съели один из самых вкусных, да, Макс? Очень вкусно. Бургеров в нашей жизни. А сейчас это кофе. Очень хорошо.
Попили кофе, посмотрели, что вообще вокруг, и наметили пару точек для себя, которые мы хотели посетить. Одна из них — это музей современного искусства, который находится в здании бывшего... Мукомольного какого-то производства. Мукомольного. Ну, короче, где хранилось зерно, по-моему. Собственно, да, кадры этого музея. Там внутри часть помещения, она и осталась как бы в формате, в котором она была. То есть вот эти штуки, они как раз оттуда вываливалось зерно наверняка. И тут оно хранилось. А сейчас это использовано и очень красиво обустроено как музей современного искусства. Именно африканского искусства, соответственно, это было очень интересно, поэтому я рекомендую посетить. И оно достаточно яркое, там было в обилии ярких цветов. На следующий день мы запланировали поездку на мыс Доброй Надежды. Мыс Доброй Надежды является самой крайней юго-западной точкой Африки. Вот так вот. Поэтому, да, это такое является место сбора туристов. На самом деле там очень красиво. Поскольку у нас на всю поездку было всего 2 недели, поэтому мы, конечно, достаточно бегло посмотрели парк. Проехались по нему, конечно же, у нас был хайкинг. Мы спустились до пляжа, классно провели там время. Да, еще прикольно, что там, когда едешь, там бабуины сидят на знаках на дорогах. Да, то есть дикая природа там повсюду, и это очень классно. И для тебя, как для человека, который вообще к этому не привык, живет в городе, у которого нет рядом океана, как минимум, это все вызывает какой-то дикий, неподдельный восторг. Кстати говоря, по пути там еще на обратном пути можно заехать в бухту с пингвинами. И важный момент, что там нельзя расплатиться наличкой. Мне, кстати, в тот момент очень помогла карта Union Pay. Но имейте в виду, если едете, то... Не знаю, как сейчас, но на тот момент, да, они не принимали наличные, и, соответственно, часть карт не работала. Хотя можно, конечно, попросить кого-то в очереди, если вы сможете договориться. Ну да, можно попросить наличку отдать. Где-то мы 2 дня, да, провели в Кейптауне, и дальше мы выехали на достаточно длинное путешествие на машине, то есть мы встали там где-то в 3-4 часа утра, не позавтракали, сразу же двинули в путь, встречали уже рассвет в дороге, как мы любим, в принципе. Нам предстоял долгий путь. Короче, мы поехали из Кейптауна до Йоханнесбурга. Эта дорога занимает сама по себе 16 часов, короче, и 1400 километров. Вот. Наша конечная точка назначения была еще дальше. Конечно же, у нас были пит-стопы наши любимые на каких-то рандомных местах, на рандомных заправках, кофе с пончиками. В дороге, опять же, мы провели очень много времени. Вот, мы проехали 1397 километров. От Кейптауна до Йоханнесбурга. Но мы сначала переночевали в Йоханнесбурге. Или как местные его называют, Йобург.
Как Екатеринбург почти. Да. Конечно же, воспользуюсь любимой функцией рум-сервиса. Любим приехать куда-то и не выходить из номера. Да. Ну, если это короткая остановка. Hello, this is room 128. Would like to order some food. 128. 128. Okay. I would like to order crispy chicken burger. Yes, vegetarian burger. With fries, yeah. One chicken and one vegetarian burger. So, yeah. Don't have vegetarian. Oh, 35, 40, yeah? Okay. Yeah, thank you. Thank you, bye. 35-40 минут. Чита, которые видят раз в год. Практически то же самое. Ну, вообще, да. Лапки-то на руле. Ты говорю, лапки-то на руле. Вот, дальше, соответственно, нас ждал остаток дороги до национального парка. И дорога была очень легкой, было хорошее асфальтное покрытие, то есть можно было проехать вообще налегке. Да, дорога Единственная, вообще. дорога сильно испортилась. Подъезжая уже к самому парку, когда ты уже въезжаешь на территорию парка, то есть ты едешь по парку, и у тебя за окном ходят зебры, жирафы, то есть ты уже можешь встретить диких животных. Мы заночевали 2 ночи в национальном парке Крюгер в отеле Мацвари, кажется, да. Мне очень понравилось, что они очень бережно относятся к окружающей дикой природе, и особенно мне понравилось то, что у них прям такое правило, что они берут на работу именно местных. Поэтому все, кто работал в этом отеле, они были из ближайших городов, деревень. В этом бассейне, и туда приходят прям животные. И вокруг реально ходят животные. То есть нас даже предупреждали, что если вы ходите ночью, будьте аккуратны, потому что может забрести слон, может кто угодно, короче, забрести. Гиена. Вот. Соответственно, дикой природы вокруг полно. И у нас в комнате был огромный паук ядовитый. Да. То есть там живность повсюду. Например, нельзя оставлять свою обувь за дверью на ночь, потому что туда может заползти скорпион. Ну да. И, типа ты с утра можешь надеть, и неприятно очень, да, будет. Ну, формат как бы этих всех отелей, которые находятся в национальном парке, заключается в том, что ты там включен. Ну, во-первых, они стоят дорого все. Да, это дорогое удовольствие. Да. Это, правда, стоит достаточно дорого. Сколько? Будет безумно роскошно остаться там на неделю. Как правило, многие приезжают на 1-2 дня. Что круто, то, что в это включается все. То есть в том числе и поездки в сафари. Но это самое главное, ради чего люди приезжают туда, это чтобы поездить на сафари и посмотреть на диких животных. Сафари проводится 2 раза в день, если мне не изменяет память. И рано утром, примерно там в 5-6 часов утра забирают машину и возвращают тебя к завтраку. Да. И вечернее сафари, то есть там тоже около 6 часов вечера перед ужином. Да. Сафари, несмотря на то, что это стоит дорого, дико рекомендуем, это правда того стоит. Это такой сплочающий опыт. У нас была компания очень классных женщин, кажется, они были из Дании. Ну, откуда-то из скандинавских стран, да. Да, они были в 9-й раз в этом месте, это просто... Это уже о многом, мне кажется, они коллеги, говорит. типа, да? Да, они коллеги, они каждый отпуск практически проводят там, и они безумно влюблены в это место, они знают практически каждого гида, каждого животного. Животных по именам. По именам, да, они помнят их, и это так классно. А если сравнивать, там, я не знаю, ночное и утреннее сафари, то очень сложно сказать, что лучше. И тот сафари классно, но надо, знаете, что понимать, что нам сразу объяснили, что это абсолютно непредсказуемо. Это дикая природа. Ты никогда не знаешь, и мне на самом деле это безумно и понравилось, ты никогда не знаешь, вообще увидишь ли ты что-то. И что самое крутое, за эти 2 дня мы увидели всех
5 животных. То есть мы увидели леопарда, что большая редкость. Прям в первый наш выезд на сафари мы увидели леопарда, как он сидел в калитке, в которой обычно делают обед. Туристические группы. По-моему, в этот же вечер мы увидели читу, которую вообще крайне редко там можно увидеть, потому что они любят как бы открытое пространство, а там все-таки много было деревьев, кустов, то есть их там редко можно было встретить, но нам безумно повезло. Ну да, они типа обычно где-то в соседних парках тусят, ну локации тоже сменяются, они нас привозили в какой-то момент на пруд, где показывали нам аллигаторов, там гиппопотамов, иногда в какой-нибудь там берлогу гиен, иногда совершенно случайно кого-нибудь встречаешь, это тоже клево. Для меня, кстати, было открытием, что бегемоты безумно опасны. Да, бегемоты опасные. Да, они могут на тебя напасть. Ну ты когда ездишь мимо, ты думаешь, какие милые. Гиены Хочется очень каждого маленькие. обнять, да. Eat, drink, poop, eat, drink, poop, eat, drink. I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go in shadow. You'll come apart and you'll go black. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there. Fade into you. Strange you never The stranger light comes on slowly. A stranger's heart without a home. You put your hands into your head. And then smiles cover your heart. Fade down to you. Strange you never
okay. He's still alive. That's true. Okay, let's go before they eat us. Мы были там 2 ночи и 3 дня. И смешно случилось на выезде из парка. Короче, в парке не работает интернет. No service. No service. Нет, короче, там реально выезжаешь с парка, у тебя 2 путя. Налево и направо. Я говорю, Макс, налево, мы оттуда приехали. Он говорит, нет, Google Maps построил направо. А он Maps как бы загрузил по Wi-Fi и оставил. Ну, чтобы как бы мы по нему поехали. И поехали мы по Google Maps. И что-то едем, мы никак не выезжаем из парка. И в какой-то момент мы понимаем, что мы едем, ну, практически той же дорогой, как в сафари мы ездили, только мы едем на своей как бы машинке белой. И стало в какой-то момент стрёмно, потому что уже начали видеть, кого мы видели. Кабанов, по-моему, видели. Кабанов, ну, короче, начали видеть животных, как на сафари. Вот, и поняли, что все-таки мы не туда уехали, и пришлось развернуться спустя там полчаса брождения по парку и поехать верной дорогой. Йоханнесбург, он как бы такая точка, которую ты никак не проедешь, если едешь до Кейптауна и от Кейптауна вот в этот парк Крюгер, поэтому мы и на пути туда, и на пути обратно останавливались, ночевали в Йобурге. Снова воспользовались любимым рум-сервисом. Water, I think no, we still got it, yeah. Yeah, right. And does the fries come with some sauce, like ketchup or something? Oh, okay. Okay, thank you. That's great. Cash, please. Mm-hmm. Thank you. 712, right? Yeah. А сколько будет готовить? Okay, thank you. Bye. Сколько будет готовить? Все уже. Ну и дальше нас ждала длинная дорога. Дорога была тоже очень красивая. Мы проезжали какие-то абсолютно, я бы сказала, необычные места, которые мы не ожидали увидеть. Мы там проехали какой-то хвойный лес, Да, очень красиво. горную какую-то территорию. И по пути еще увидели очень много мест, которые бы обязательно хотели посетить в следующую нашу поездку. Потом, конечно, случилась опять смешная ситуация, спасибо Google Maps. Он нас повел, точнее мы сами, конечно, выбрали дорогу, опять было 2 путя, один по трассе, но дольше, а другой короче, по хер знает где. И, конечно же, мы выбрали хер знает где. Макс, где мы едем? Вот где? Я вообще в шоке реально. Я, конечно, думал, что будет какой-то серпантин. Вот это вот все. Такого я, конечно, не ожидал, не подписывался на такое. Google, блядь, еще в нас повел это. Не знаю, блин. Не знаю, что придумать, как бы. Более контрастное. Здесь там не написано поворот не туда. Написано что-то на местном явно. Посмотрим. Ну, просто реально мы пока фоткали водопад, такой звук был, буф, как будто кто-то сел в нашу машину или на нее упал камень, либо еще что-то. Как в фильмах ужасов. Потом кто-нибудь найдет это видео и будут они такие смотреть и разгадывать тайну, куда пропали 2 ушлепка. Не, ладно, тут не настолько, конечно, дико. Но могли, конечно, поехать другой дорогой. Да, Макс? Типа, привет, а это я. Как я докатился до жизни? Ехали
очень долго по темну, без связи, с одним там делением бензина. Я Да. уже молилась, что как бы, если мы сейчас заглохнем, что мы умрем, и все будет плохо. По горам мы ехали. Но было стрёмно, потому что опять не знаешь, где ты, не Да. знаешь, доедешь ли ты, что вообще ждать. Но мы были на связи с хозяйкой дома, в который мы ехали. И Она она нас сказала, ориентировала. что типа все окей. Типа это просто сейчас стрёмно, видимо, потому что ночь. Обычно типа там ездят по этой дороге и все классно. Вот, и уже в ночи мы доехали в клевый дом, в котором мы провели тоже 2 ночи. Так, снимаем рум-тур прямо из кровати. Мы сняли дом который для 6 человек, для 2 человек. Вот там такое патио, где можно что-то пожарить. Здесь лестница на 2-й этаж. Это газон. Я пока не хочу выходить, мне холодно. Ну, туалет, ванная, душ. Это 1-й этаж. Здесь такая клевая зона. Как кухня. Можно что-то готовить, можно поесть всем вместе. Вот за это отдельный лайк. Вот это въезд. Наша Агуша. И дальше 2-й этаж. Так, на 2-м этаже здесь такая прикольная зона, где можно чилить, смотреть фильм или еще что-то. Печь, камин, хз. Вот. И здесь вот такой вот волшебный вид. Сейчас открою. Ух. Здесь на меня не нападут обезьяны, потому что они здесь есть. Вот, ну еще тут несколько. Еще одна ванная комната, туалет. И еще 2 спальни. Мы сняли это для 2. Ну, да. Но дом очень крутой. Нам, конечно, хотелось тоже зачилить намного подольше, чем мы там остановились. Но и этими 2 днями мы безумно насладились. Да. Опять же, съездили на пляж, посмотрели округи данного города. Там, конечно, нам тоже безумно понравилось. Особенно после парка, после такой дикого времяпрепровождения. Было классно оказаться с местами, где есть кофейни. Цивилизация. И вообще, вот, кстати, города Найсна, Вайлдернесс, ну, по-моему, Кейптаун, самый, по-моему, Порт Элизабет, это что-то там еще представляет собой Golden Route, так называемый маршрут. Да, это очень популярный туристический маршрут, поэтому если вы не хотите там очень далеко ездить или вам... То можно поездить вот по этот нему. вот, да, Golden Route прям Он хороший. безумно красивый, вариант. то есть это вдоль океана. По Загуглите, да, просто классным Golden Road, городкам. посмотрите. И мы только по части него проехали, то есть возвращаясь в Кейптаун. И тоже очень много классных мест по дороге заметили. Машина разъехалась. Нет. Ой, Пугаю. Ну и в конце у нас была остановка на еще несколько дней в Кейптауне, то есть мы уже выбирали режим почилить гедонизма, наслаждаться. Так, рум-тур. Здесь, значит, у нас прямо при входе стиралка-сушилка, где мы постираем трусики. Туалет. Здесь такая первая не основная спальня, где мы храним манатки. О, это, конечно, сказка. Такая огромная кухня-столовая, гостиная. Вот это вообще топовое решение.
Такая, типа, кушеточка, я не знаю, с видом на ocean. Очень уютная гостиная. С таким круговым окном. Вот это вообще кор. Почему-то тут гриль в доме. Окно в спальню. Мастер-бедрум. Ой. Ванная и, конечно, необъяснимый туалет с прозрачным стеклом. Все. С самого начала. С самого начала поднялись на Table Mountain. Пешком. Без воды. Без еды. Yes. Уже, кстати, да, потихоньку уходим в туман, реально. Интересно, почему так? Сам открыточку. Надеюсь, она дойдет. Bye-bye. Надо будет самим себе отправить. Очень классно, кстати, модные современные винодельни. Я забыл название, но мы его тоже добавим где-нибудь здесь. У нас тоже был очень классный гид, экскурсовод, который был безумно вдохновлен винопроизводством. Он как-то так все это рассказывал вкусно. Нам приносили несколько видов вина, разные закуски под каждое вино. Помимо того, что есть экскурсия по винодельной, дегустация, можно побродить. Там очень много всяких магазинчиков, где они продают всякие свои... Там мини-ферма. Да. У них, видимо, тоже есть производство помимо вина, сыров. Если вам было полезно и интересно, мы будем рады увидеть ваш лайк, комментарий, подписку и так далее. Министерство туризма Южной Африки, свяжитесь с нами, мы будем только рады посмотреть. Кстати, если вам не хватает функции доната, пишите об этом в комментариях. Да, если надо подключить донаты, дайте знать вообще. Ну если есть какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, будем рады помочь, ответить, чем сможем. Вот,